Здравствуйте, друзья! Сегодня в этом видео рассмотрим, как снять патрон с шуруповерта. Что для этого нужно сделать? Вот, чтобы его поменять, нужно раскрутить его полностью. То есть вот эти вот губки убрать полностью вовнутрь. Теперь смотрим внутрь патрона, что мы имеем. Вот смотрите, там стоит винтик четырехгранный. Его нужно раскрутить. А резьба здесь, если винт, скорее всего, левая. То есть нам надо наоборот крутить. И начинаем крутить. Все. Вот смотрите, вот такая вот. Можно же было сделать, может быть, побольше какие-нибудь шлицы, чтобы нормально там, или хотя бы под плоскую отвертку. Ну, совсем махонькая. Ну, ладно. Убираем в сторону. Теперь нам нужно его открутить, патрон. Откручивается он, тут уже правая резьба. Откручивается он против часовой стрелки. Вот самое удобное — это зажать вот шестигранничек. Мы его зажимаем, ключ. Вот таким вот образом. Потуже зажали. И теперь нам нужно в обратную сторону резким движением, нам его нужно повернуть. Вот смотрим, что редуктор не на вот, там есть такой, как бы, как сказать, зазорчик. Вот этот зазорчик пройти, а потом вот таким вот можно. Да можно даже рукой, если не пойдет, не обязательно молотком. Таким резким движением. Все. И патрон пошел. Если рукой не идет, ну я рукой могу, мне можно молотком. Вот он. Открутили мы патрон. Теперь можно вот менять. Видите, резьба тут правая. Ничего сложного нет, просто резкий удар нужен. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Снимаю вот эту крышечку. Поддеваю отверточкой соосно. Снимаю крышечку. Вот сюда. Вот они наши вот эти вот кулачки. Ну, губки. Господи, губки — это как бы 3 кулачка, но кулачки, вот они работают. Вот видите. Вот они выходят. То есть давайте посмотрим их. Сейчас полностью выкрутим. Они, видите, вышли. Первый, второй, третий. Они не вытаскиваются. Теперь нам, чтобы добраться, полностью снять вот этот колпачок защитный, нужно распрессовывать вот эту вот втулочку. Вот она. Но это уже как бы заводская втулка. Я вот бы не рекомендовал бы ее снимать, потому что на заводе ее запрессовали. Это уже как бы вот, ну, сломался патрон. Но вам же потом обратно завальцовывать. Вы все равно уже вот так вот, как заводскую запрессовку, не сделаете. То есть вам надо разбивать, вот видите, вот здесь вот буртик. Вот между вот этим колечком и вот самой, вот этим вот патроном. Вот зазорчик. Вот его нужно туда вставлять, зубильце. Можно какую-то старую отвертку и разбивать вот так по кругу. То есть тут, и вот так вот стучать. Конечно, вы его расстучали, потом выдернули. Потом обратно запрессуете. Но уже не то будет. Я бы вот не рекомендовал вот это дело. Возьмите его, патрон, смажьте, продуйте. Ну, не так, конечно, но он, вот, видите, он как бы в нормальном состоянии, в рабочем. То есть смажьте, уберите пыль, ссор, там все равно бывает, там штукатурку там где-нибудь крутите, вертите, пыль набивается, продули, смазали. Да какой-нибудь ВДшкой даже можно смазать. Но ВДшкой, конечно, почистить, смазать лучше какой-нибудь там обычной смазкой там. Просто капнули несколько капелек, вот туда-сюда поработали, и все, и больше не надо. Вот эту я бы не рекомендовал развальцовывать. Ну, вот в принципе и все. Обратно, когда уже вот накапали масло,
Сейчас вот что мы и сделаем. Ну вот берем обычное масло. Любое. Значит, не подсолнечное. Ну вот смазали немножко, несколько капелек. Много туда не надо. Все, резьбу маленько смажьте, все равно. Все. А если поменять, ну берете старый вот это снимаете, новое одеваете, все. И все. Продули. Теперь запрессовываете крышку. Это уже молоточком надо. Подстучали. Так вот. Какую-нибудь оправочку лучше. Если одевается, то можно и так. Вот у меня силы хватает одеть. Вот. Ну и все. Посмотрели. Когда одели, обязательно посмотрели работу губок. Все, видите, все закрывается. Все работает. Вот мы произвели ревизию. Кольцо бы я, как я уже сказал, не стал бы забивать. Снимать колпак. Потому что нет ни стопорного, ничего кольца. Это просто надо развальцовывать. Ну вот, все. Фронт стал крутиться намного лучше. Теперь опять раскрываем его полностью. Чтобы нам этот болтик вкрутить. Ставим на место. Тут уже туго пошло. То есть тут можно вот закручивать. То есть не просто плавненько, а небольшой ударчик сделать. Вот. Раз. Все. Редуктор пошел с ним. Тут уже не надо ключом бить. Ну и все. Ставим назад. Тут уже вот это я не хочу закручивать нашей электроотверткой аккумуляторной. Потому что все равно удар будет. Я уже тут плавненько вот этой вот обычной механической закручу. Закручиваем против часовой. Редуктор придерживаем. Так. Это я специально, чтобы оборотов побольше было. Ну все, теперь затянули потуже. Все. Все. Все работает. Можно работать. Зарядить и работай. Вот хочу разобрать сверлильный патрон. Для этого я взял тиски, зажал хвостовик. Вот он. Очень плотно. И вот нужно снять вот этот колпак. И тогда патрон разберется. Вот у меня такая вот алюминиевая железка. Буду бить по колпачку, потому что она мягче, а он тверже. Вот это каленое. То есть железо лучше не брать, а то согнете. Я вот взял как бы алюминий. Алюминий он мягенький. И будем сбивать вот этот колпачок. Буду равномерно его обстукивать со всех сторон. И он должен слезть. И начинаем. Сильно бить не надо. И вот с одной стороны, с другой. С одной стороны, с другой. Он поддался. Я его еще ВДшечки туда набрызгал. И вот он уже, видите, слазит. Вот уже он практически и слез. Наш колпак. Сейчас отверткой попробую ковырнуть его. Все, разобрался. Смотрим. Вот специальные две. Ого. Вот такие вот штуки. Откручиваем тесочки. Специально вот в губках сделал алюминиевые губки. Потому что, чтобы хвостовичок не травмировать. Сейчас будем доставать. Здесь нужно пронумеровать вот эти вот губки. То есть, какая откуда. Каждое свое посадочное место, она должна потом встать. Менять нельзя, потому что это вот было так сделано заводом-изготовителем. И мы сейчас пометим маркером. Вот эти вот губки. Тут номеров никаких нету. Их нужно пронумеровать и каждую потом на свое же место
посадочной поставить. Маркер. И теперь будем доставать их. Достаю. Ее из каждую вот эту губку со своего посадочного места. То есть вот. И посмотрим, как они. Вот. Не пронумеровано. Это вот у нас пронумерованная. Достаем и смотрим. То есть смотрим вот резьбу, как она сработана. Нет, сейчас мы все увидим. Вот. Обязательно смазать надо. Протереть его. Маслицем обязательно сбрызнуть. Смотрим. Ну, в принципе, рабочий патрончик. Каждое вот это вот место протрем. Потом смажем обязательно. Поглядим сейчас. То есть вот это все, деталь в порядке. Откладываем ее. Теперь будем смотреть наши вот эти губки. Как они. То есть тоже смотрим, видите, резьба в порядке. Ничего не сломано, задиров нет. Вторую посмотрели, тоже все в порядке. Ну, вот, вполне, ну, поработал, конечно, но вполне рабочий вариант. Протрем, смажем и на место поставим. Маркер стараемся не стереть. Грязноватая штука, ну а что делать? Вот. Все. Все, и ставим на место. То есть один, вот он у нас. Вот, попали. Вот одна часть. Так. Где у нас вторая часть? Так. Все. Вот она. Вторая часть. Опять тесочки. И аккуратненько постучать. Может и без тесочков получится. Но налезает он туговато. И вот сейчас взял такой вот молоток пластмассовый. И вот будем набивать. Если не налазит, опять можно алюмишкой постучать. Ну вот, одели. Вот, смотрите, все работает. Вот. Вот. Патрон в порядке. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.